Добрый день, дорогие друзья и подруги по вязанию. Сегодня я предлагаю вам связать вот такой носочек. Но это носочек не просто носочек. Я была бы не я, если бы я связала просто носок. В этом носке необычно все. И мысок, и пятка, и резинка. Мысок у меня начинается не просто с набора, а с квадратика. Пятка-бумеранг тоже связана не совсем обычно. К ней идет клин подъема. И резинка тоже не совсем обычная. С небольшой хитростью, с секретом. И к ней добавлен рюш. Если у вас есть желание связать такой носочек вместе со мной, приглашаю вас смотреть видео дальше. Для вязания этого носка я взяла вот такие спицы размером 2,5 мм. Вы, конечно, можете вязать и на 4, и Magic Loop'ом. Все подойдет. Пряжа. Пряжа у меня вот такая вот. Я взяла на пробу. Мне она понравилась. Она такая пухленькая. И второй моточек это на Кобоху. Его можете видеть. Цвет 82-231. Партия может быть другая. Не думаю, что они сильно отличаются. Вот. А здесь цвет 603. Вам понадобятся еще маркеры. Вообще у меня их 5, но где-то один делся. Ножнички такие вот, крючок, если вдруг упустите петлю. Потом для ВТО вам могут понадобиться блокаторы. У меня вот такие вот. И все, желание. Вам понадобится желание. Чтобы определить, сколько петель нам нужно набрать, сначала посчитаем, сколько вообще петель у нас получается. Умножаем 28, количество петель в 10 сантиметрах, на 2,2. Вот, объем ноги у меня 22 сантиметра, вот, 2,2. И получаем 62 петли. Так как набор у нас, ну, как это сказать, окончание мыска у нас всегда это треть петель, значит мы 62 делим на 3. 62 делим на 3 и получаем 20. Округляем, получаем 20. И начинаем вязать мысок. Я посчитала, что квадратик у меня будет состоять из 10 петель, но набирать я буду 11, потому что я же буду набирать петли с боков, и у меня получается, что будет задействовано по одной полупетли с каждой стороны, то есть одна петля у меня как бы выпадает из работы. А чтобы осталось 10, нужно набрать 11. Значит, набираем, набираем 11 петель. То есть 22 должно быть. То есть должно быть 22 в общей сложности по 11 на каждой спице.
Я делаю набор Джуди, потому что мне нужны открытые петли. И 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Пересчитать обязательно нужно, потому что я себе не доверяю. Бывает, я теряю петли. Берем третью спицу. Эту можно так вот выдвинуть в нерабочее положение. И смотрим, куда повернута петля. Провязываем ее. Повернута она немножко не так, как я думала. Вот так. Это у нас получается будет первый ряд. 2. Так вот аккуратненько. Все провязываем. У меня петли повернуты не классически, как это сказать, по-бабушкински. Вот. Я все их провязала. Теперь поворачиваем вязание. Здесь крайние петли нужно вязать, в общем, провязывать крайние петли тоже нужно. Не спускать просто на другую спицу, а тоже провязать. Может быть, немножко неудобно. В принципе, тут все равно, как провязать бабушкиной, не бабушкиной. Просто пока оно все такое мелкое, не очень удобно. Вот. Первую провязываем, как все. И последнюю провязываем тоже, как все. Поворачиваем. Вот. Это получается у нас даже третий ряд, можно считать. Отсюда. Раз, два, три. И пока у нас не будет 14 рядов. Берусь за ручку, надо браться за спицу. И теперь из этого квадратика нужно сделать круговое вязание. Обладателям 4 спиц нужно набрать петли по краям. Здесь набрали, провязали и здесь набрали. Кто вяжет 2 спицами магическим способом, вам нужно делать так же, как я. Вот провязали, теперь набрали на эту же спицу, потом другой спицей провязали и опять по краю набрали. Вот у меня что получается. Значит, я
Как я делаю? Сейчас я возьму крючок, потому что если я буду набирать спицами, будет мучение. Так, берем раз, набираем, всего нужно набрать 7 петель. Я вкалываю крючок в узелки и слежу за тем, чтобы, когда вот вколола узелок, чтобы у меня вколола крючок в узелок, чтобы у меня было 2 протяжки. Надеюсь, это видно. Так, сюда вторая петля и третья. Вот. И еще нужно набрать 4. Здесь еще наберу на эту спицу 4. Так будет удобнее распределить, потому что если я не распределю, просто будет перекосит полотно. Вот. Еще 4. А следующие петли я буду набирать уже на другую спицу. Точно так же пропускаю протяжку, вкалываю в узелок, пропускаю протяжку, вкалываю в узелок, ну, здесь уже не получается пропускать протяжку, потому что тут уже идет дальше просто спица, поэтому я буду вот сюда вот прямо под спицу набирать эту петлю. Вот так. Здесь получается 3. И провязываем все петли, которые на этой спице. Так. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Так, и набираем тут тоже из узелочков. Раз, два, 3, 4. И осталось набрать еще 3, получается, да? На эту спицу. На эту спицу еще 3 петли. 2, 3. Вот, это получается, мы замкнули круговое вязание, и на данном этапе я бы взяла маркеры, которые, вот они, маркеры, чтобы отделить чтобы отделить петли, вот эти вот центральные петли, вот эти вот, чтобы не запутаться, и дальше правильно делать прибавки. Здесь уже у нас вот 3 петли отделяем. Я бы повесила маркер другого цвета, вот у меня бесцветный.
или голубой, вот у меня есть, я вешаю бесцветный. Провязываем. Это у нас получается вот первый ряд, который мы просто провяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, 10. Так, 10. Тут у меня вообще почему-то получается 12. Ну все правильно, да. 11. 11 набирали, 11 вот. По центру тоже их отделяем. Здесь получается 4. Там, где маркеры, там мы будем делать прибавки. Теперь здесь надо немножко подтягивать, ну не сильно туго, но подтянуть немножко петельки. Вешаем маркер. Здесь просто такой момент, что нужно немножко внимания, а потом все, можно будет расслабиться. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, здесь же я добирала 4 петли. Вот их провязываем. Маркер. Маркер. Вот, по большому счету, это наш первый ряд. И в следующем ряду мы будем делать прибавки. Прибавки мы делаем везде, где мы поставили маркеры. И вот это вот у нас идет центральная часть, от которой мы делаем прибавки здесь. То есть с правой стороны мы делаем прибавки с наклоном вправо, с левой стороны мы делаем прибавки с наклоном влево. Прибавки из протяжек. Я делаю прибавки из протяжек. Вот так вот. Сейчас я провяжу эту сторону. На следующей стороне будет лучше видно. Я объясню, кто путается в этих прибавках, когда там наклон вправо, наклон влево. На меня недавно снизошло озарение. Как же не запутаться в прибавках? И теперь я пользуюсь только этим способом. Все оказывается очень просто. Если вы хотите, вот смотрите, если вы хотите, чтобы прибавка была налево, вы и протяжку вот так вот подцепляете и смотрите, она у вас смотрит
налево. Вот она сверху лежит и смотрит налево. И вот так вот вы ее и провязываете. Провязываете вы ее перекрещенной. Вот. Дальше вяжете все как обычно. Дальше вяжете как обычно. Я не буду с вами вязать всю пятку, буквально только 2 ряда. Этот и следующий, и то следующий можно даже и не смотреть, как я вяжу, потому что я буду просто провязывать петли. А пока что прибавки. Вот прибавка справа делается по тому же принципу. То есть вы подцепляете протяжку и смотрите, как она лежит на спице. Вам нужна протяжка вправо, прибавка вправо. И вот вы смотрите, что протяжка, которую вы подцепили, лежит сверху и смотрит вправо. И точно так же перекрещенной вы ее провязываете. И теперь переносите маркер и провязываем все остальное. Переносим маркер. Вы протяжки, прибавки, чтобы не запутаться, делайте за маркерами. То есть, если надо прибавку здесь слева сделать, переносите маркер и делаете здесь прибавку. Если прибавку надо вот вначале сделать, то маркер вяжете, не переносите, оставляете, чтобы прибавка ушла на эту сторону за маркер. Делаем прибавку, цепляем протяжку. Вот она лежит сверху и смотрит налево. И перекрещенной вы ее провязываете. Вначале оно всегда все неудобно, потом становится лучше. Вот и провязываем все остальное. Не теряем петли. И теперь это будет ряд, который просто провязываем по кругу. Вот я провязала ряд, который без прибавок. И дальше через ряд, я думаю, что вы поняли, делаете прибавки, пока у вас на спицах общим счетом не будет 62 петли. Вот я провязала практически все прибавки. Практически все, потому что мне нужно 62 петли, а на спицах у меня 30. И я провяжу еще один ряд, в котором прибавлю 2 петли. Прибавлять я их буду с той стороны, где их у меня на спицах меньше. То есть здесь у меня получается
с этой стороны 9, с этой стороны 10. То есть с левой стороны, с одной и с другой стороны, получается, я прибавлю по одной петле. Так, вот здесь я прибавляю петлю. Она у меня смотрит вправо. Провязываю. Вот. Теперь на спицах у меня пересчитываем здесь 10 прибавок, здесь 10 прибавок, и по центру у меня 11 петель с этой стороны, 10 прибавок с этой стороны, 10 прибавок, и по центру 11 петель. Всего на спицах получается 62 петли, то, что нам и нужно. Вот какой получается мысочек. Вот такой вот необычный, симпатичный. Потому что обычно у нас получаются такие плоские мыски, а пальцы-то у нас не плоские. Так что, по идее, это даже более анатомически соответствует человеческому пальцу на ноге. И теперь от этого момента мы переходим на основную нить. Или не переходим, у кого как. И вяжем. Сколько я считала, давайте посмотрим. 57 рядов до клиноподъема. Эту нить можно уже обрезать и отложить в сторону. Аж до того момента, как мы приступим к вязанию пятки. 45 рядов готовы. Теперь для удобства я довяжу ряд до конца, и маркер у меня будет сбоку. Вот теперь здесь у меня будет конец ряда. Эти маркеры я снимаю. Здесь я вешала каждый 10-й ряд, чтобы не запутаться, не пересчитывать постоянно. Далее. Если вы вяжете такой же пряжей, как у меня, в принципе, подъем и пятка могут быть с любой стороны. Но если вдруг вы вяжете от мотков разных цветов, у вас здесь могут быть ступеньки. Вот. Это еще одна причина, по которой я решила довязать до конца спицы. Ступеньки тогда будут у вас просто на пятке, и никто их там не увидит. Вот, решили, что это пятка. На всякий случай, пока повешу сюда маркер, пусть будет. Тогда это получается
тыльная сторона, это получается нижняя сторона. После 45 ряда у нас идут 12 рядов прибавок. Прибавки я делаю на стороне пятки. И что мы делаем? Провязываем сначала тыльную сторону. Теперь на этой стороне, на стороне пятки, мы будем делать прибавки, чтобы у нас получился вот такой красивый треугольничек. Очень важно, чтобы треугольник смотрел в сторону пятки, а не в ту сторону. Потому что если в ту сторону, то будет топорщиться. И не будет нужного эффекта. Значит, как мы делаем эту прибавку? Опять-таки я делаю свои любимые прибавки из протяжки. Здесь нам нужно, чтобы прибавки смотрели вправо, здесь прибавки, чтобы смотрели влево. И также я приготовлю маркерочки. Которыми я отделю секцию прибавок. Так мне будет легче ориентироваться в том, что я тут делаю. 4 мне не нужны, мне нужны 2. Прибавка вправо. Вот она смотрит вправо. Провязываем ее перекрещенной. Провязываем петлю перекрещенной. Так. Вешаю маркер. И вяжу до конца. Здесь делаю прибавку влево. Тоже из протяжки. Вот, влево. И вяжу перекрещенной. А прежде чем провяжу, повешу маркер. Теперь провязываю. Все. Ряд с прибавками готов. Следующий ряд у нас будет без прибавок. И всего нужно провязать 12 рядов. То есть у вас за маркерами будет 6 набрано петель. Когда будет по 6, тогда можно остановиться. Я хочу еще показать следующий ряд прибавок. Значит, прибавки мы делаем возле маркера. Не с краю, а возле маркера. Вот. Опять. Вот здесь. И с той стороны будет тоже возле маркера. То есть вот вы провязали. У меня тут так странно он повис. Сейчас исправим это. Вот здесь ему место. Вот. То есть будете вязать, 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 вязать. Перекидываете маркер и вот здесь вот делаете прибавку. Не с краю, а после маркера. Здесь перед маркером, здесь после маркера. Я провязала 12 рядов и вот начала следующий. И остановилась на месте перед маркером. Эти маркеры нам также служат обозначением, где будет находиться пятка. Пятку я вяжу другим цветом. Значит, сейчас я откладываю в сторонку эту пряжу. Пусть она у меня будет справа. И
беру эту и провязываю ею ряд до последней петли. Маркер можно убрать, без него видно все. Провязываю ряд до последней петли. До последней петли перед маркером. Вот последняя петля. Как мы действуем в этом случае? А, Мы подцепляем петлю из предыдущего ряда на спицу и провязываем. И возвращаем провязанную петлю обратно на спицу, с которой мы сняли. Переворачиваем и провязываем ряд до последней петли. Вот последняя петля. Ее мы не провязываем, переснимаем, значит, нить смотрит на нас, переснимаем на спицу и подцепляем петлю из предыдущего ряда и провязываем. И теперь вот эту конструкцию из 2 петель мы возвращаем на спицу. Переворачиваем и вяжем дальше до конца ряда. Вот у нас последняя петля получается. Поддеваем петлю с предыдущего ряда, надеваем на спицу, провязываем, возвращаем на спицу. Вот у нас уже 2 петли. Так, переворачиваем вязание, провязываем изнаночный ряд. Так, вот я дошла до последней свободной петли. Переснимаю на спицу, поддеваю петлю предыдущего ряда, провязываю ее и теперь обе петли переношу обратно на спицу. И вот теперь у нас уже 2 петли. И теперь вот вяжем таким способом, пока в центре у нас не останется свободных 11 петель. Вот я провязала все убавки. Вот так это выглядит. Вот эти, получается, удвоенные петли. С этой стороны 10. И с этой стороны тоже 10. И 11 центральных. Провязываем этот ряд до двойной петли. Вот, следующая у нас идет двойная петля. Что мы делаем? Казалось бы, надо провязывать, но нет. Иначе такая провязка просто образует дырочки. Здесь все вам, может быть, покажется громоздким этот способ, но он дает идеальные поворотные ряды и вообще отсутствие всяких дырочек. Так что смотрите. Опять поддеваем петлю предыдущего ряда. Поддели и
провязали ее и вернули на спицу. И здесь у нас получается 3 петли. Поворачиваем, провязываем до двойной петли. И здесь делаем то же, что и делали раньше. Переснимаем, поддеваем петлю предыдущего ряда, провязываем ее и вот эти 3 петли возвращаем назад. Поворачиваем, провязываем до 3 петель. И вот эти 3 петли, видно, они объединены общей дужкой. Вот такой вот. Вот эти 3 петли провязываем вместе. И дальше у нас идут 2 петли, из которых мы поднимаем одну петлю из предыдущего ряда, провязываем, возвращаем на спицу. Ну, здесь у нас остаются 3 петли, поворачиваем, провязываем до 3 петель. Вот 3 петли, опять-таки видно, они объединены одной общей дужкой, вот этой. Провязываем их, провязывается легко. И делаем все то же самое, снимаем, провязываем, вот поддеваем петлю из предыдущего ряда, провязываем ее и переснимаем 3 петли обратно на спицу. Вот так. Поворачиваем. И я думаю, вы поняли уже, как это вяжется. И заканчиваем пятку. И вот смотрите, мы дошли до последней сдвоенной петли, сделали из нее тройную. И что же дальше? Если мы довяжем до конца ряда, тут уже поддевать будет нечего. А значит, на этом месте мы должны закончить вязание пятки. Обрезаем нить, откладываем эту пряжу в сторону, возвращаем эту в работу. Нить я не обрезала. И продолжаем дальше вязать носок основной пряжи. Возвращаю эту, перекидываю сюда обратно на эту спицу, подтягиваю немножко пряжу и провязываю как обычную петлю. Вот так. И дальше вяжу до конца этой спицы. Здесь также вот эту тройную петлю провязываем просто как обычную петлю. Вот, в общем, вяжем до конца спицы. Вот так, вот этот ряд закончен. Посмотрим пятку. Конечно, после стирки, глажки, парки все еще расправятся все ниточки, станут пухлее, все закроется. Ну и сейчас у нас вот нет никаких дырочек. Вот так вот выглядят эти укороченные ряды.
Далее, после этого ряда начинаются ряды убавок. Убавок тоже должно быть 6, и тоже нужно уложиться в 12 рядов. Провязываем тыльную сторону, а потом уже со стороны пятки будем убавлять. Так, вот мы дошли до спицы, на которой пятка. Убавки. Убавки самые обычные, тут никаких премудростей нет. Провязываем 5 из 6 петель, которые нужно убавить. Вот. И теперь это будет убавка с наклоном вправо. Просто провязываем 2 петли вместе. Вот так. Провязываем до следующего места, где нужно убавлять. За пяткой она находится. И вот я дохожу до петель, которые нужно сократить. Вот эти 6 петель. На спице 7 я переворачиваю петли. Раз, два. И провязываю их вместе. Остается 5 петель. Их я просто провязываю. И вот так вот мы сократили 2 петли. Здесь одну и здесь одну. Следующий ряд без убавок. И так вот до конца 12 ряда. Пока не убавим все петли. И вот мы провязали 12 рядов с убавками после пятки и получили вот такой хорошенький треугольничек. Клин подъема с одной и с другой стороны. Теперь после этого нам нужно связать паголинок. Вяжется он очень просто, в круговую, безо всяких изменений. Как я уже говорила, я вяжу длину паголинка такую же, как и длину стопы. То есть у меня здесь было 45 рядов до клина подъема. И теперь после клина подъема тоже будет 45 рядов. Это получается вот эта часть до резинки. Вяжем. Так, вот я провязала 45 рядов паголинка после убавок. И теперь присоединяем нить, которой будем вязать резинку. Ну или вы продолжаете вязать той же пряжей. Провязываем один ряд.
А второй ряд мы вяжем изнаночные петли. Значит, у меня резинка 2 на 2. Вот я провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот так вот за заднюю стенку провязываем. Вот. Две лицевые, 2 изнаночные. И так мы провязываем 10 рядов. Надо заметить, что в следующем ряду, после того, как мы повернули петли, они будут развернуты в другую сторону. В таком случае вам тоже нужно провязывать их перекрещенными, но вы их подцепляете уже не за заднюю, а за переднюю дужку. Вот так вот. А лицевые провязываете как обычно. Провязав 10 рядов, мы получаем вот такую вот резиночку. С виду она как обычная резинка, ну а с изнанки у нее идут перекрещенные петли. Далее, если вы хотите, можете уже закрывать резинку, если вы не хотите делать рюши. Ну, а я провяжу с рюшами. Как их вязать? Как всегда, все очень просто. У меня всегда все просто. На самом деле, как мы вяжем? Значит, рюши у нас получаются на лицевых вот этих петлях. За счет прибавок. Прибавки я делаю, естественно, своим любимым способом с помощью протяжки. И мы к каждому вот этому вот лицевому столбику делаем прибавки с обеих сторон. Вот так. А изнаночные петли можно уже провязывать как обычно. Ничего не переворачивать. Здесь уже этой роли никакой не играет. И вот так вот провязываем до конца ряда. Следующий ряд вяжем без изменений, так как на вас смотрят петли. То есть получается здесь 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. И так до конца ряда. Далее. Это у нас получается будет третий ряд рюша. Его мы продолжаем вязать по тому же принципу. Опять прибавки с обоих боков. Там, где лицевые вот эти вот столбики. Точно так же начинаем вот прибавку справа. Провязываем теперь уже 4 лицевые. Прибавка слева. 2 изнаночные. И опять прибавка справа. 4 лицевые. Прибавка слева. 2 изнаночные. И так до конца ряда. А следующий ряд, как вы уже догадываетесь, будет просто такой же, как и второй. Провязать все петли так, как они на вас смотрят, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И потом уже перейдем к закрытию края.
Теперь будем закрывать последний ряд. Я, честно говоря, никак не могла угадать с длиной нити, которую нужно оставить для закрытия. Я 2 раза добавляла, потому что мне никак ее не хватало. Но теперь я думаю применить математику и уже исходя из этого отрезать нить. Ну, это будет вот эксперимент, который я проведу вместе с вами. Значит, как мы поступаем обычно? Длина нити, необходимая для закрытия, должна быть в 3 раза больше изделия. То есть это я так отбиваю. Раз, вот это 2 и вот это 3. Ну, это если бы мы просто закрывали эту резинку. В результате прибавок у нас получается из 4 8 петель. Таким образом, вот эту нить, которую мы отмерили для закрытия края, мы просто увеличиваем ее длину вдвое. Так вот пополам складываем и отрезаем. Ну, так я себе рассуждаю. Сейчас посмотрим, пока я буду закрывать, что получится. Обо всех изменениях я вам обязательно сообщу. Вдеваем нитку в иголку, в ушко. И начинаем. Значит, закрытие края у меня вообще самое элементарное, простое. Единственное, что не надо слишком затягивать. Как я закрываю? Сейчас я немножко вылезаю из кадра, я понимаю. Как я закрываю? Элементарно вообще. 2 петельки прошили, а потом возвращаемся и прошиваем в обратную сторону одну и сразу же ее и снимаем. Вот это вот весь наш алгоритм. Не затягивайте только. Опять 2 петельки прошиваем. И в обратную сторону одну и сразу же ее снимаем. Вот так вот. Все элементарно, быстро, просто. И получается вот такой вот краешек. Я закрыла все петельки, и на спице осталась только одна. Как мы с ней поступим? Точно так же, как и со всеми остальными, только прошьем ее в начальную петлю. Ее тут легко найти. Вот она. Поддеваем эту петлю и провязываем, прошиваем через петлю на спице. И точно так же в обратную сторону. Вот так. Уже смотрите аккуратно по рисунку. Можно еще подцепить какую-нибудь петлю, просто чтобы у вас получался аккуратный край. Так, наверное, не в эту сторону. Не так, а вот так лучше.
Тогда петля выворачивается. Где-нибудь сейчас назад выводим. Как-то так. Вот, и получается вот такое вот незаметное соединение. После стирки оно будет вообще незаметное-незаметное. Теперь меняем. Сообщаю, что длины нити мне хватило. И прячу концы нитей. Как прятать концы нитей, вы, наверное, знаете. Это есть в каждом руководстве по вязанию. Я поступаю так, если у меня изнаночные петли, я провожу нитку через них наискосок. Вот так. Не затягиваю. А потом вот через лицевые. Не сильно углубляюсь, потому что это может выйти на лицевую сторону. Протягиваю сюда и протягиваю в обратную сторону. Это не обязательно. При стирке все равно все волокна сцепятся между собой. Вот можно первый кончик обрезать. А потом там везде я позатягиваю дырочки. Остается теперь, кто хочет, отпарит и постирает. Стирать не забудьте, пожалуйста, что стирать носки нужно на специальной, если вы стираете в машине, стирать нужно специальным средством шерсть на специальной программе, которая называется шерсть. Или же стирать вручную, потому что пару раз я потеряла красивые носки и шерстяную жилетку из-за того, что кое-кто перепутал программы и не поставил, и поставил не шерсть, а обычную программу синтетика. Оно там как-то по-другому, видно, мотает этот барабан, и вещи сваливаются. Вот эти концы, которые нужно спрятать. Если вам понравилось видео, оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. До новых встреч на канале. Пока!